Всем привет! В этом видео я немного пробегусь по основным типам беспилотников, технологиям, которые в них применяются, основным компонентам и немножко затрону вопросы безопасности. Начнем с того, что все, что ездит, летает и плавает, это изделие двойного назначения, потому что к любому из перечисленного можно прикрутить либо боевую часть, либо какой-то а, прибор для наблюдения. Там камера, тепловизор, что-нибудь еще. И поэтому, несмотря на то, что вот 2 года я работал в условно гражданских беспилотниках, говорить, что я белый пушистый и никак не сталкивался с военным заказом, будет лицемерие. Так что это надо иметь в виду. Основные типы беспилотников по конструкции. Во-первых, это самолеты. То есть самолет все представляют, штуковина с крыльями, которая летает за счет того, что ее тянет или тянущий винт, или турбина, отдельно планеры, которые свободно парящие, там немножко своя атмосфера. Важны подвиды беспилотников самолетного типа по силовой установке. Это или электродвигатель, то есть питается от аккумулятора, или самолеты с ДВС. Соответственно, у электродвигателей проблемы с энергоемкостью, потому что в аккумулятор вмещается довольно-таки мало джоулей энергии на килограмм массы. У ДВС проблемы с вибрацией. Что еще важно для беспилотников самолетного типа? То, что в отличие от взрослых самолетов, топливные баки в консоли крыла никто не запихивает. Потому что консоли крыла, как правило, съемные, или целиком все крыло съемное, зависит от конструкции конкретного образца. И делать разъемные топливные трассы, плюс какую-то систему, чтобы не нарушалась центровка у самолета по расходу топлива, это сложно. Поэтому бак просто пихается в фюзеляж, как на этом кадре можно увидеть, просто стоит канистра. И, соответственно, топливный бак фюзеляжа для самолетов с ДВС и для тяжелых коптеров тоже это проблема с точки зрения авиатранспортировки, потому что остается какое-то топливо там на дне, на стенках, и это приводит к рискам пожаров, поэтому многие авиаперевозчики отказываются возить такие борта. По способам посадки самолета, то есть основная... Взлететь не проблема, это делается с катапульты, пнуло его в воздух тем или иным способом. Опять же, привод катапульта может быть как давление, так можно вогнать туда патрон. Опять же, если нет нужды возить самолетом и нет опасности воспламенения. И различные схемы даже с приводом от двигателей, от резинок и так далее. Ну и легкие самолеты запускаются просто броском руки, это тоже ничего сложного. А вот с посадкой уже начинаются проблемы. То есть самолет можно посадить или по-самолетному, когда он садится на шасси на какую-то посадочную полосу, или на брюхо, на траву, если позволяет прочность конструкции и ее ресурс. Если самолет не предполагается использовать долго. Десяток посадок на брюхо самолет выдерживает без особых проблем, но если у него пропеллер отодвинут от нижней поверхности и не сломается об землю и так далее. Второй способ посадки самолетов – это с помощью парашюта и иногда еще амортизационной подушки, которая смягчает удар о землю. Но, как несложно заметить вот на этих кадрах, которые я сейчас прикрепил, во-первых, это проблема с то, что ветром опускающийся на парашюте самолет может сдуть куда-то не туда, как в данном случае на провода. Но из дерева снимать самолет за 6-12 миллионов рублей тоже удовольствие не самое приятное. Или ловить его из Енисея. И вторая проблема – это то, что парашют на земле надо как-то погасить. Те, кто прыгали с парашютом, знают, что в случае с D6 купол, это у десантников есть возможность отстегнуть одну из строп.
половину строп, условно говоря, отстегивается, и парашют... В качестве парашюта у меня выступит пакет. То есть, когда он снижается, на стропах есть две точки крепления, а когда парашютист приземлился на землю, одна стропа отстегивается, и ветром парашют укладывается на землю. То есть не происходит такого, когда парашют становится как воздушный змей и благополучно утаскивает за собой парашютиста или самолет. Опять же, даже при посадке на вполне себе открытую местность по кочкам добавить в самолет композитный за несколько миллионов рублей – это плохая идея. В случае с самолетами, как правило, отстегивается весь парашют целиком. То есть, если нет натяжения, нет усилия, которое удерживает надутый купол, и купол просто отстегивается и ложится на землю где-то недалеко. Но если замок отцепки не сработал, происходит вот такая ситуация. Его, конечно, вовремя поймали на этом видео, но все равно приятного мало. Переходим к коптерам. В чем суть? То есть есть, опять же, винт, правда, не коптерный, это винт тянущий. Несущий винт отличается немножко по конструкции, потому что тянущий винт работает в условиях, когда на него набегает поток воздуха, а несущий винт работает, когда у него сверху воздух условно спокойный. То есть, или скорости очень небольшие. Конструктивно коптер состоит из какой-то рамы, доска чисто как демонстрация. Понятно, что в ней должны быть вырезы, чтобы уменьшить потери тяги. И ставится четное число двигателей с пропеллером. Управление для полета вперед и в сторону происходит за счет смены тяги на двигателях по повороту для маленьких коптеров. Это обусловлено тем, что когда винт вращается в одну сторону, коптер пытается развернуться в другую. И винты, вращающиеся в одну сторону, располагаются, как правило, диагонально. Следовательно, получается, что центр мяса в центре, приблизительно, там же будет и полетник, про полетник чуть позднее. Диагональ одна, которая вращается в одну сторону, начинает вращаться сильнее, вторая диагональ начинает вращаться слабее, и получается, что в данном случае коптер будет разворачиваться вправо. При этом, что суммарная тяга не меняется в плане баланса. Но опять же, если нужно вверх-вниз, все двигатели нагружаются одинаково. Для коптеров, как и для самолетов, есть разделение по массе, и для тяжелых коптеров, у которых масса превосходит приблизительно 20 кг, уже целесообразно использовать силовую установку из ДВС. Но там конструктивно от ДВС запитывается не непосредственно тянущий винт, как на самолете, а генератор, уже от которого электричество раскидывается по двигателям. Отдельно стоит упомянуть привязные коптеры. Мое фото во время одного из испытательных полетов, у которых питание осуществляется непосредственно с земли по проводам, что позволяет им висеть на одном месте длительное время. Самый долгий полет, который я лично застал, он продлился, если не ошибаюсь, 8 часов. И то посадка, так скажем, по факту крушения произошло из-за того, что из-за плохих погодных условий где-то закоротило провода внутри коптера, и он упал. И отдельно упомяну ВТОЛ, как пример, когда берется коптер, берется самолет, и они совмещаются. Работает все от одного полетного контроллера, посадка коптерная, то есть нет рисков, связанных с посадкой на парашюте, как на самолете, и не требуется большая площадка. Но аэродинамический коэффициент у ВТОЛ сильно хуже, чем у самолетов, следовательно, при том же запасе топлива и сходных характеристиках массогабаритных ВТОЛ будет летать значительно меньше, чем самолет, который нормально запускается с катапульта. Теперь переходим к применяемым технологиям. Но начнем с наиболее сложного, это композитные материалы. То есть, когда есть какой-то базовый материал, как правило, это либо карбон, либо керамид, либо стеклоткань.
стеклоткань самая дешевая, карбон самый дорогой, Армид хорошо держит ударные нагрузки. Ну, для понимания цен, квадратный метр стеклоткани стоит по ценам 2024 года стоил 300 рублей, а квадратный метр карбона стоил от 3000 рублей. Опять же, в зависимости от типа плетения, плотности и так далее. И названные ранее материалы находятся в матрице из эпоксидной смолы, которая обеспечивает их жесткость. Тут тоже не совсем, конечно, это правильно, но в нюансы влезать будет слишком долго. Для того, чтобы увеличить жесткость конструкции из композита, применяются, к примеру, вот подобные наполнители. В данном случае это арамидная сота, то есть между лицевой и тыльной поверхностью композитного материала прокладывается сота. Здесь происходит увеличение толщины, ну и один слой гибкий, а если толщину увеличить, то он приобретает жесткость. И в данном случае жесткость приобретается очень незначительным увеличением массы, что для авиации полезно. Тогда и печать. Тоже уже все с ним знакомы. По сути, для демонстрации печати я воспользуюсь многострадальной доской и пастой, хоть мне ее жалко. Суть в том, что есть сопло, которое ездит по доске и постепенно укладывает материал по слоям. Ну, много не буду расходовать. Понятно, что паста жидкая, она не застывает, но вот таким методом пластик постепенно выкладывается и твердеет. За счет того, что он остывает, есть подогрев стола, разные режимы, это уже, опять же, нюансы, которые выходят за рамки данного обзорного видео. Основные комплектующие для всего этого летающего. Во-первых, это моторы, то есть или электрические, я уже показывал, или ДВСы, двухтактные DLE-шки, самые распространенные, разные мощности есть. Есть нормальные японские четырехтактники, но отдельные ценители пытаются запихивать любые движки. В данном случае Вот в данном случае на беспилотник был запихнут двигатель от газонокосилки, который внезапно, после того, как из него срезали всякое нужное, оказался работать стабильно. Но такой подход тоже имеется, и иногда такое даже летает. Дальше основная душа любого летающего — это полетный контроллер. Зрители — это полетный контроллер — это зрители. Собственно, подключаем его к питанию. В моем случае это просто батарейка крона. Кондер сейчас зарядится. 8 с копейками вольт. В целом все нормально. И смотрим. Вот, открыл индикаторы, и можно увидеть, что компас реагирует на поворот полетника. Следовательно, наклон. Тут немножко сбита калибровка. Вот. И можно заметить, что серво начинает пытаться вернуть полетник в состояние... Точнее, она думает, что она на самолете, и пытается вернуть самолет в состояние горизонтального полета, потому что сейчас стоит режим RTL. Переключил я режим на мануал, то есть ручной, и сервы никак не реагируют. Снова переключаем режим на... Пусть будет RTL. Не помню все аббревиатуры, это желающие могут найти отдельно. И снова видим, что сервер начинает пытаться вернуть самолет в горизонтальный полет. Вот. Но тут есть проблема, что сервы полнооборотные, и они ведут себя немножко неправильно, так что это можете не обращать внимания, но принципиально это так. Но опять же, связь с компом у меня идет через провод Type-C и коммутатор.
Но самолету в целом самолету, дрону не особо принципиально, с чем он связан с наземной станцией или пультом. То есть это может быть и оптиковолоконная катушка стоять на дроне и с него разматываться. Это может быть передатчик радиоволн. Это может быть в случае с привязными дронами, про которые я рассказывал, просто провод питания, по которому кидается с помощью PLC-модема сигнал управляющий, но и в обратную сторону видео и телеметрия. Для коптеров, вот, пример полетника, плюс-минус аналогично, есть какие-то мозги, к которым ты подключаешь то, что нужно. И еще один важный компонент для различных беспилотников — это видеопередатчик. Видеопередатчик представляет собой коробочку размером приблизительно с 1-2 спичечных коробка, и в зависимости от мощности передает видеосигнал на какое-то расстояние. Есть пульт, для управления используется пульт, как правило, или какая-то наземная станция, которой у меня нет, и пульта у меня тоже нет. Но пульт можно использовать даже от Xbox, там не принципиально. Главная суть заключается в том, что у кнопки есть только два положения. Либо она нажата, либо она не нажата. В качестве джойстика воспользуюсь провеллером. И если представить, что это джойстик, то есть какой-то диапазон, где можно им управлять. Полный газ, малый газ, отсутствие газа и так далее. И отдельно различные кнопки под задействие, включение-отключение камеры, к примеру, сброс какой-то полезной нагрузки. То есть это легендарная надпись «Нижняя подсветка вкл», она откуда возникла? Потому что у полетника был какой-то выход на включение подсветки. На этот выход припаяли сервомашинку, которая отвечала за сброс полезной нагрузки. Но прошивку никто менять не стал, поэтому автоматически каждый раз, когда запускали эту сервомашинку, для того, чтобы сбросить кому-то на голову что-то нехорошее, вылезала на пульте вот эта характерная надпись. В плане ориентирования у некоторых полетников есть встроенный GPS, у некоторых это делается выносной GPS-антенной. Но в случае, где GPS глушат, полет происходит просто по визуальному ориентированию. С неба, с высоты 200 вполне себе комфортно, но на небольших скоростях ориентироваться по местности, потому что ты, по сути, под собой видишь то же самое, что ты можешь увидеть на карте, есть ориентиры, и ты по ним спокойно летишь. Я когда на самолете летал с инструктором, это все было очень просто. То есть, по реке спокойно идешь, и нет проблем с тем, чтобы понять, где ты находишься. Но в случае скоростных полетов на малых высотах там уже бывают ошибки. То есть, там, высота 100 метров, к примеру, полет на скорости 70 км в час и выше уже визуально, особенно через маленькую камеру FPV-дрона, очень сложно понять, где ты прилетел, где не прилетел, и прилететь вообще не туда. Основные виды полезной нагрузки. Во-первых, это различные камеры с тепловизором или без, вопрос стоимости. То есть так называемая гиростабилизированная платформа, потому что любой беспилотник в воздухе довольно-таки сильно колбасит. И если ты хочешь получить хорошую картинку, надо, чтобы камера была стабилизирована. Вот тут есть кишочки камеры, которую мы разобрали после того, как ее разбили о землю. Там я, конечно, в этом особо не разбираюсь, но вот, если интересно, можете посмотреть. Во-вторых, ретрансляторы, которые позволяют передавать либо управляющие сигналы, телеметрию, либо видеосигнал, скорее всего, и то, на большую дистанцию. И, понятно, всякое сбрасываемое, то есть боевые части в основном, или там, продукты питания, вода и так далее в сложных случаях. Софт для полетников — это в основном либо RDPilot прошивки, либо какие-то, если не ошибаюсь, INAV, точно есть INAV-конфигуратор. Отдельно стоит упомянуть машинное зрение. Как правило, машинное зрение разворачивают на наземной станции,
потому что мозги у дрона и так нагружены. Туда приходит видеопоток, и вот это машинное зрение как бы распознает, что в этом видеопотоке происходит. То есть подписываются разные объекты. Вот есть видео, как видеопоток с дрона выглядит с Земли. Но, опять же, все это довольно криво-косячно, потому что я лично видел, когда машинное зрение распознавало тапок, попадающий в объектив камеры во время наземных тестов, как какой-то элемент техники. Поэтому качество машинного зрения для меня под вопросом. Ну и под конец стоит сказать, что любой немирный дрон, если не ты его клал, то в руки брать не стоит, а лучше к нему даже не подходить, потому что какие-нибудь проводки, когда упал, порвались, боевая часть не сработала, проводки спокойно себе лежат, но ты поднял, и происходит замыкание, и на одного любопытного становится меньше. В плане прилетов всяких по мирнику значительная часть травм — это травмы от вторичных осколков, и особенно осколков окон. То есть, когда ночью прилетает куда-то рядом непосредственно урон, ударная волна очень быстро рассеивается от взрыва, поэтому даже 5 кило они могут кого-то убить только если влетят вот прямо в квартиру. Ну, там уже не повезло, значит не повезло. Особо никак от этого не защитишься. А дома рядом долбануло, осколки упали на пол, и с просонья, с перепугу, босыми пятками в самые осколки. Поэтому для того, чтобы обезопасить себя от подобных неприятностей, самое простое — это подвинуть кровать подальше от окна. И, опять же, есть различные пленки, которые можно наклеить на окна. Как пример. Ну, в данном случае я пленку покупал просто, чтобы мне соседи в окна не заглядывали. Мутная. Но принципиально есть и поликарбонатные пленки, которые повышают прочность. Ну и даже такие, они могут позволить, что стекло выбитое не разлетится по всей комнате, по всему полу, а хотя бы упадет одним куском где-нибудь под подоконником, и его будет сильно проще убрать. В заключение желаю всем встречаться только с мирными и безопасными беспилотниками. Всем до встречи в следующих публикациях. Всем пока.